мы сегодня будем сплетничать. Жизнь с поляком, парнем, год за 3. И всегда за себя платишь сама. Подарки есть, носки разбрасывает. Вообще расскажи нам. Мы платили за себя. То есть для меня это странно. Я его добивалась 4 месяца. Мне было очень больно. Как меня? Меня все любят, а он меня не любит. Несколько месяцев, когда им поляк скажет, что он их коха. Поляков, в принципе, еда странная. И он взял и полил эти чипсы каким-то мясным бульоном, соусом. Я смотрела там речь президентов и просто плакала. Я не могу такое есть. Взял даже один цветочек мне дарить, я аж прям себе сама покупала цветы. Для него это как нахрена они нужны, они все равно завянут. Всем привет! Мы сегодня в студии с Маргаритой. И у нас сегодня необычный выпуск. Мы сегодня поговорим о отношениях Маргариты с парнем, который поляк. Все верно. С Маргаритой, кстати, у нас есть очень интересный выпуск. Смотрите у нас на нашем канале. Марго, расскажи, каково это? Какова эта вся красота? Разные менталитеты, но моего парня зовут Кароль, ему 28 лет, мне 22, то есть у нас есть разница в возрасте. И мы уже больше года вместе, год и несколько месяцев, но из-за того, что мы живем все это время вместе, с самого начала мы живем вместе, то нам все время говорят, что мы как будто 3-4 года уже вместе. Короче, вот я и записала себе так, год за 3. Жизнь с поляком, парнем, год за 3. Да. Но почему так тяжело? Или как? Как по-другому спросить? Почему так тяжело, как? Оно не тяжело. Я расскажу, может быть, как это произошло так, что я встречаюсь с поляком, потому что все мои подруги, однокурсницы знают, я им всегда говорила, никогда с поляком, никогда. Меня папа страшил рассказами, что они там пополамщики, всегда за себя платишь сама и так далее. У меня были прямо ужасные убеждения насчет поляков, что это просто кромешный ад, что, эти поляки вообще тебе ничего не дарят, не покупают и так далее. Прямо встречаться с поляком табу никогда. В итоге встречаюсь с поляком, как говорится, никогда не говори никогда. Почему так получилось вообще? Очень интересная история. Мы были соседями по комнатам. Мы вместе заехали, и мы, собственно, жили 3-4 месяца, нет, мы жили даже полгода вместе, и после этого только мы начали встречаться. Подожди, это квартира, в которой сдаются комнаты? Или это какие-то апартаменты? Нет, я снимала комнату, и там было еще 2 поляка, он и одна девочка, полька. Квартира, где общая кухня, где общий туалет, ванна? Да, и у нас еще был общий зал, Вот, и мы, получается, полгода там жили вместе, и потом мы начали встречаться. И мы прожили еще в той квартире пару месяцев, и потом переехали в свое жилье, поэтому весь звездок наш мы жили вместе. И это, конечно лайфхак. Да. Если вы хотите парня-поляка, надо жить в квартире, где живут парни и девушки в отдельных комнатах, и там познакомитесь. Но это легче, потому что я уже знала, какой он в быту, и он знал, какая я в быту. Мне не нужно было из себя делать супер лакшери красотку. Он видел меня без макияжа, видел, когда мне плохо, когда мне хорошо, видел все мои этапы жизни за полгода, поэтому, в принципе, он уже был готов ко всему, и я была готова ко всему. Нам было немножко легче в этом плане съезжаться, допустим, потому что мы и так жили вместе. Окей, съехались, и... Подарки есть, носки разбрасывает. Вообще расскажи нам. Наверное, как каждый мужчина носки разбрасывает. И меня так, честно говоря, бесит. Я люблю, чтобы было чисто, чтобы у меня минимализм, да, чтобы у меня на полу ничего не валялось, чтобы у меня было, если оно белое, то должно быть белым, и не должно на нем там лежать носок или там какая-то что-то сопля, грубо говоря. В общем, должно быть чисто, аккуратно. Поэтому, да, я, конечно, носки убираю, мы с ним не ругаемся по этому поводу. Я очень много изучала психологию отношений, поэтому реально стараюсь, так скажем, над этим нашим, звездком все хочу это назвать. Но подарки есть, да, и не пополамит.
Не пополамчик. Ну, то есть, когда вы ходите в кафе, это обычно там рассказывают вот эти страхи, что в европейских странах в конце этот счет делят пополам парни. Там говорят, Да. с тебя там 20 евро, с меня 20 евро, общий счет 40. Такого нету, да? Слава богу, нет. Но у меня, допустим, одногруппники были поляки, и да, если ходила группа поляков, допустим, там 10 мальчиков и 2 девочки, мы платили за себя. Ну, то есть для меня это странно. Я думаю, для каждой девочки было бы странно, но у меня Кароль, слава богу, все хорошо, он платит всегда в ресторанах, в кафе за меня. Никогда не было такого, что я, допустим, платила или что-то было с этим не так. И подарки тоже есть, но не все было сразу, конечно же, мы разные этапы проходили, и от любви, от ненависти, и от писания, что, допустим, я не должна платить за квартиру, допустим, потому что у нас это нормально, когда мужчина платит как минимум бытовые какие-то потребности, да, там квартира и еда. У поляков все-таки нет, все-таки даже хотя бы хоть что-то должна женщина платить. Ну, чтобы ты такая не была Да. нахлебница Содержанкой. в семье, содержанка, да. Да. Как с деньгами все-таки получается? Изначально, когда мы вот переехали только в эту квартиру, где мы сейчас живем, то мы платили за квартиру практически пополам. То есть он на чуть-чуть больше платил, чем я, но платил чуть больше, чем я. И потом со временем моя ставка все снижалась. Ну и сейчас как бы я уже ничего не плачу за квартиру, но за продукты он всегда платил. Хотя, когда мы жили на той съемной квартире и снимали комнаты, то все-таки, когда мы ходили за продуктами, я платила за свои, он за свои. Но это было только еще начало отношений. И на самом деле, что самое интересное, я его добивалась 4 месяца. То есть это была невзаимная любовь. Но при этом мы были вместе, но он меня не любил и полюбил. Это вообще просто, конечно, чтобы я еще кого-то добивалась, чтобы я за кем-то там 4 месяца ходила, то как бы нет. А почему так? Ну вот, не знаю, не любил меня. Наверное, не могу этого описать. А ты с ним об этом разговаривала потом? Он реально тебе сказал, что он тебя не любил 4 Он мне с самого месяца? начала говорил. Он мне с самого начала говорил, что он меня не любит. Ну, то есть у поляков есть слово «кохач» и есть «люби». Ну, типа, «люби» — это как бы... Я могу тебя, допустим, люби, там, могу воду люби. А, допустим, человека, если ты его любишь, то ты его кохаш. И он мне говорит, что я тебя не кохам. И вот 4 месяца мне это говорил. Мне было очень больно. Ну, типа, как меня? Меня все любят, как бы, а он меня не любит. Я такая, типа, подумаю, в смысле? Ну, как это? При том, что он, не прям богатырь какой-то, не Брэд Питт, да, я такая думаю, в смысле? Для меня это было какое-то вызвание, типа, я такая думаю, так, все, нужно, чтобы он меня полюбил. Я его и через желудок подкармливала постоянно, и бутербродики, и то, и все. Я как бы не сдавалась, просто он мне еще такие обидные очень фразы говорил, он мне говорил себе, ищи себе другого. Ну, то есть мы как бы вместе, мы проводим вместе, мы как бы делим одно ложе, да, и когда тебе человек говоришь, типа, ищи кого-то себе другого, я такая, типа, не ревновал, вообще ноль. Ну, то есть было видно, что человек тебя не любит. То есть, ну да, там симпатично, тебе с ним удобно, но тебя человек не любит. И мне было очень, конечно, обидно. Ну, то есть это было сложно. Но у тебя потом, ты добилась через 4 месяца, может, потом интерес у тебя пропал? Цель достигнута? Я, кстати, если я люблю человека, то я прямо вот безгранично люблю, то есть у меня нет что-то такого, что у меня интерес пропадает или там любовно как-то букетно период проходит, как это? Конфетно-букетный, да, у меня почему-то такого нету, не знаю, я вот если люблю, то я люблю. Короче, поляк такой сложный, полюбил только через 4 месяца, за квартиру стал платить через сколько там? Ой, господи, за квартиру-то это практически год даже, наверное. Ну, то есть моя ставка просто снижалась, но все равно для поляков очень важно, чтобы хоть что-то, но ты платила. Вот чтобы все он платил, для них это все, допустим. А еще я поняла, что для поляков очень сложно сказать, что он тебя коха, ну, типа, любит тебя. Я очень с многими девочками разговаривала, у кого парень поляк, и прямо они реально дожидались несколько месяцев, когда им поляк скажет, что он их коха. Ну, то есть у поляков коха, это прям, я вот должен подготовиться, чтобы это сказать. Ну, не то, что наши ребята да, там направлены. Я люблю и тебя, и тебя, и тебя люблю. Ну, так хорошо, люблю. в этом же ценность У нас есть. очень легко как-то, ну, как бы как легко. Не знаю даже, что лучше. Наверное, ждать все-таки 4 месяца, чтобы мне кто-то сказал, что он меня любит, наверное, не очень. Слушай, я даже не знаю, мне муж уже говорил, что он меня любит или нет.
Я вот просто Это знаю, уже что он вопрос меня мужа. любит. А говорил ли он мне это? Ну да, но тут видишь, как бы я же даже не чувствовала, что он меня любит. Это было видно, он всеми фибрами своей души показывал, что... Так не нет. обязательно же говорить, можно это чувствовать. Вот я говорю, я от него не чувствовала. И он мне всеми вообще элементами своей жизни и отношению ко мне показывал, что он меня не любит. Поэтому Окей, так пришло я же не потом сдавалась. то время, когда любят, любовь взаимная, даже кошечку завели. Да? Да. Он был против кошки, я взяла насильно. Я всегда добиваюсь, чего хочу. Поляка добилась, кошку взяла, съехали на квартиру. Поэтому, в принципе, за квартиру все равно платит, за продукты платит. Да, ну и хотела у тебя спросить, что поляки очень хорошо относятся к животным. Котики, собачки почти в каждой квартире. Да, они, кстати, очень странно. Они любят котиков, собачек, но если, допустим, ты хочешь квартиру арендовать, то они такие, не-не-не, только без животных. Ну, то есть, да, они как бы их любят, но если они сдают кому-то квартиру, допустим, да, то они такие без животных, без детей, вообще без никого. Да, детей, кстати, то же Да, самое. детей нельзя, умова оказиональна, животных тоже, в принципе, просто заселяйтесь одна в трехкомнатную квартиру. Идеальный клиент. Да. Поэтому, да, тут, конечно, две стороны одной монеты. Ну что, притащила кошечку, и что? Как он отреагировал? Он со мной поехал, но он был против. Я говорю, ну ты поедешь со мной или нет? Я все равно ее возьму. Он говорит, ну ладно, раз ты так возьмешь, то типа поехали. Но ничего, я ее взяла, она, кстати, британка, я ее оплатила, ну как бы купила кошечку, но при этом кормит кошечку он. И в первый же день, когда мы ее взяли, он мне сделал сюрприз, он принес такой большой драпалку для кота, там домик для котика, и такая... Ну, как бы вот он не хочет, но все равно он делает что-то, ну, то есть знает, что мне будет приятно, поэтому знаки внимания, что ли. Ну вот расскажи отличие. Вот интересует еще вопрос такой, типа как с родителями, да, как отношения. Очень говорят теплые отношения, и они такие как мамочкины, папочкины, сыночки. Ну, я бы не сказала, что Кароль маменькин, папенькин сыночек. Я знаю его родителей, и я первая девушка, с которую Кароль познакомил со своими родителями. Для меня это было что-то такое, ну, значит, все хорошо, теперь намерения серьезные. Поэтому он меня познакомил с родителями. Для меня, конечно, тогда было волнительно. Мы приехали вообще в другой город, в дом. У него очень строгая, серьезная мама. Особенно, когда, знаете, мама серьезная, ты такая... Все хорошо там, я принесла наши сладости, ну там украинский, белорусский, русский, чтобы задобрить немножко, откупиться. Ну, в принципе, все нормально, но все равно для меня это жутко прям волнительно. Но их родители, его родители были против, чтобы мы съезжались в отдельную квартиру. И да, конечно, это было сложно. Но мы все равно съехали, конечно, Кароль не послушал никого, я тоже. Но не знаю, насколько их мнение родителей, ну, как бы, насколько поляки учат мнение родителей, наверное, зависит от поляков. Допустим, мой, он может их послушать, но он такой же вредный, как и я. То есть, если я хочу что-то, мне вообще все равно, что кто-то либо скажет, я все равно это сделаю. Ну, вот он такой же в этом плане, слава богу. Вы говорите на польском? Ну да. То есть он русский вообще не хочет учить? А он уже понимает. Я когда с мамой говорю, я такая думаю, ну классно, можно говорить с мамой по громкой связи, он ничего не поймет. Я сейчас уже разговариваю с мамой, он говорит, там Виктория это, говорит, такая, так, все, громкую связь выключаю, иду на балкон, чтобы его не слышал. Вообще все понимает, реально. Он еще дислектик, он сказал, он поэтому еще хорошо понимает. Но он прям все, он уже говорит разные слова, может что-то сказать. Так я думаю, слишком что-то он быстро начал русский язык понимать. Ну да, ну по-русски мы, конечно, не говорим, только по-польски. Я поняла, что самая всегда проблема, когда вот такие вот отношения между разными национальностями, это кухня, да, там, то есть разные пищевые привычки, там разная любовь к разным блюдам. Как у вас с этим? Ну, мы редко когда едим вместе, потому что, во-первых, я не ем красное мясо, а он ест. И, ну, в поляков, в принципе, еда странная. Я когда ездила на праздники его домой, то я там ела картошечку максимум и что-то еще. Ну, то есть мало что ела, для меня польская еда вообще невкусная. И, допустим, я вот вчера купила себе чипсы, я оставила ему чипсы. Я когда это увидела, я просто хотелось вот просто блевать, реально. Это выглядело ужасно. И запах вот как соус для мяса. Ну, то есть прикол чипсы смешать вот с этим. Или, допустим, манную кашу с песто. Ну, как бы, блин, то, что они едят, мне хочется от этого просто рыгать. То есть у меня должно быть красиво, как-то эстетично. Ну,
То есть само сочетание вкусов я бы никогда в жизни это не ела. Я, кстати, не думала, что такое может быть. Я тоже никогда не думала. думала. Мы когда приезжали всегда раньше в Польшу, ну, как бы сейчас видим в ресторанах, что подают, да, там эти пироги, я не знаю, супчики вот эти разные, да, ну, как бы, а в жизни что, совсем по-другому? Нет, ну, они тоже такое едят, но просто иногда то, что он ест, или, допустим, у меня как-то, мне вот наша еда нравится, там, белорусская, украинская, русская, у нас как-то более простая, но при этом сочетание вкусов, оно, ну, не то чтобы более элегантское какое-то, да, но у них просто как вот какие-то похлебки. Для меня это не еда, я не могу такое, допустим, есть. Там песто с манной кашей, у меня с детства манная каша, это с вареницем, там, с медом, сладенькая, а еще солить ее с солью. Ох, я даже сейчас об этом говорю, мне аж плохо становится, реально. Ну, то есть, боже, кошмар. Но вы ходите куда-то в кафе вместе? Да. Какую кухню выбираете? Суши он не любит для меня. Просто, как можно не любить суши? Но обычно, когда мы куда-то ходим, он заказывает стандартно бургер какой-то, я обычно морепродукты. То есть я говорю, мы вообще разную еду едим, мы редко когда едим что-то одно и вместе, то есть очень редко. Поэтому, когда, допустим, что-то готовим, ну мы редко что-то готовим, но обычно это вот раздельные блюда. Допустим. Ну вот это сложно, да? Да. Обычно же приготовить что-то такое, одно блюдо для двоих. Да, и для меня так странно, когда я ему говорю, типа, что-то приготовить, он такой говорит, не, мне ничего не надо. То есть я как-то привыкла, что мы там вместе обедаем, допустим, или ужинаем. Конечно, да, мы с ним обедаем и ужинаем, но разной едой, как бы, потому что он не ест то, что ем я, а я то, что он. Ну, как бы, я не знаю такое. Ну, у вас так, а то как у вегетариан, есть в семье там жена вегетарианка и муж мясоед. Ну, блин, как, я на самом деле много чего ем, я просто не ем красное мясо, а курицу, там, индюк, морепродукты, всем рыбу, я все ем, как бы. То есть я не прям такая привереда, я не вегетарианец, не. Расскажи еще такой момент. У нас очень празднуется Новый год, и мы все любим этот праздник. Поляки, как правило, у них Рождество, и они не любят Новый год, ну, то есть они не имеют ценности этого праздника. Да. Как с этим жить? Я просто расскажу одну историю, которая прям мне очень болела. Это был этот Новый год. Ну, это был первый Новый год, когда мы как пара вместе. И получилось так, что мы съездили на Рождество к его родителям, у них там очень было все классно украшено, большие елки, прям вот такие вот, ну то есть небольшой там дом, и все было очень красиво украшено, я прям все там снимала, показывала, ну очень классно. И потом мы приехали как бы к нам. У них Новый год это ходить в клубас там, у друзей посидеть, пивка там попить, вечеринка. Ну, как бы я ему объяснила, что у нас там такие традиции, нужно с семьей и так далее. И мы решили с ним пойти в отель на одну ночь. Нет, напомню, не на одну мы ночь были, на 3, по-моему, ночи, не помню. И получилось так, что мы пошли, и у нас... допустим, в наших странах обычно даже если вы ругаетесь в Новый год, никогда никто не выходит, там, не убегает, вы всегда остаетесь, потому что, ну, блин, Новый год ты должен быть, неважно, как вы там ссоретесь, ругаетесь, ты должен быть вот с семьей и остаться, помириться. Но так получилось, что мы тогда поссорились с Карлем, и он ушел прямо в Новый год. Ну, то есть я сидела у окна этого отеля и просто плакала навзрыд, потому что я видела, что бьют салюты, шум, да, и я просто сижу и плачу. Ну, то есть мы поссорились, и для меня это было так странно, он до сих пор не понимает этого. Ну, то есть я ему объясняю, что Новый год это вообще у меня вот и самый главный праздник в году, это мой самый любимый, это Новый год. И, допустим, он до сих пор не понимает, что для меня это важно. И он до сих пор не понимает, что он что-то сделал не так, что вот мы поссорились, и он ушел. Он говорит, ну, мы поссорились, там, мне не нравилось, я хотел уйти. И он ушел, и он не вернулся, как бы. Ну, он вернулся, но я там притворилась, что у меня нет в этом номере, потому что я была обижена. Реально, я сидела и как бы плакала, били куранты. Ну, то есть это вообще, у меня такого Нового года никогда не было. Это худший Новый год в моей жизни. Ужас. Очень, да. Это, ну, на самом деле у нас так не принято. У нас принято, что вся семья в сборе, и в этот день там мы типа как бы все друг друга любим, прощаем, обнимаемся, да, и все остальное. И, может, еще какие-то моменты? Не знаю, насколько это прям только у поляков, но, допустим, у нас с Карлем было очень проблемно, он не хотел мне дарить цветы. Wow.
То есть я как бы никогда не любила цветы вообще. Я говорю, нет, подарите мне что-то нормальное, не надо мне цветы, которые завянут. И потом я почему-то резко начала любить цветы. Но оказалось, что Кароль не любит дарить цветы. Типа, они же завянут, давай я тебе что-то нормальное куплю и так далее. Я говорю, нет, я хочу цветы. И мне вот очень долго пришлось как бы ему доносить ценность, да, и я разные механики там применяла, что типа, когда он начинал даже один цветочек мне дарить, я аж прям, себе сама покупала цветы. Я еще просто тогда работала с клиентами, и мне часто мужчины дарили цветы, просто, ну, там, спасибо за работу. И он когда видел, что мне дарят цветы, как бы, и что я от них прям расцветаю, 100-500 фоток на Инстаграме, там, смотри, какие цветы, смотри это, и он такой, блин, да что ж такое, подарю тебе эти цветы. И потом он начал мне дарить цветы. Сейчас, конечно, он до сих пор, ну, для него это как, типа, нахрена они нужны, они все равно завянут. Но он уже знает, что мне цветы нравятся. То есть, когда он дарит мне цветы, я прямо расцвела, я целый день добрая, все идеально, прям, дорогой, смотри, какие цветочки, спасибо, спасибо. Но я реально как бы радуюсь, но просто я ему это показываю, чтобы он не думал, что подарить цветы и типа все, да, ну как бы, ну что с ними. А я вот реально прямо радуюсь от них и показываю ему это, чтобы он понимал, что он не просто им подарил цветы, он подарил мне мое состояние, мои эмоции, что вот я вот чувствую себя девушкой. Ну, а как доставить ему удовольствие? Вот если вот, например, даже вы разное едите, я не знаю, ужин при свечах, да, какой-то ужин приготовила, там вместе у вас разная еда, он готовит сам себе, ты себе, так я поняла, да? Ну, как? Ну, на самом деле, я постоянно, допустим, пробую с ним что-то новое. Я ему постоянно предлагаю что-то новое. Мы с ним и на мастер-класс кулинарный ходили, потому что он любит готовить там. И на вертолете мы катались, и на флоутинг ходили. Это такая ванна соленая, где ты вот лежишь и медитируешь. То есть что только мы с ним не делали. Потому что я всегда пробую что-то новое, и ему интересно испытывать новые эмоции. Поэтому, чтобы у нас не было какой-то романтики, наверное, никогда такого не было, потому что, ну окей, нету чего-то одного, значит, нужно найти способ, который, скажем, компромисс, да, который нас будет объединять. Поэтому в этом никакой проблем нет. Конечно, мне иногда хотелось бы, чтобы мы ели одну еду, но у нас есть блюдо, которое мы всегда едим вместе, и которое я люблю и любит он. Это его фирменное, я бы сказала, блюдо, то есть это салат колеслав, не знаю, как он по-русски как называется. Я тоже не знаю. Колеслав, что там в этом салате, расскажи. Это, о господи, короче, какая-то капуста, морковка и каком-то типа майонезном соусе или что это, не знаю. Ну, в общем, покупная просто салатка, рис. И плюс еще курочка в панировке и сладко-квашеный соус. Кисло-сладкий. Сладко в соусе. И это вот блюдо, когда мы всегда его едим вместе. Оно прямо наше, вот. Нам нравится. Ну вот есть же что-то, нашли что компромисс. объединяет. Да. Да. Супер. Я благодарю тебя за то, что ты поделилась с нами, с нашими зрителями этим опытом. Я думаю, что есть много вот этих в уме, да, у каждого вот таких, типа, не надо с поляком, да, не надо там с итальянцем. Ну, если любовь, она всегда объединяет, правда же? Да, если захочешь, всегда найдешь какой-то компромисс или какое-то решение любой проблемы. Главное желание, так скажем.